Привет! Сегодня я хочу рассказать, как за 5 минут сделать новогоднюю открытку или иллюстрацию на рождественскую тематику в сервисе QuickPick.com. Посмотрим на примере двух открыток. Сначала мы сделаем лаконичную открытку с елочкой, а потом вот такую с новогодним венком. И, конечно, каждую из этих открыток вы сможете украсить и трансформировать по своему усмотрению, чтобы получить уникальное и неповторимое изображение. Для начала мы заходим в сервис QuickPick. Регистрируемся в сервисе и входим в свой аккаунт, потому что только так мы сможем скачать получившуюся открытку и поделиться ей в соцсетях. Теперь можно начинать собирать открытку. Сначала мы выбираем формат, например, квадрат, как для Инстаграма. Потом начинаем выкладывать на холст нужные элементы. Для этого заходим в раздел «Праздники» и выбираем елочку. Мне хочется сейчас использовать эту, так как она кажется более уютной. Эта елочка уже украшена и нет необходимости вешать на нее дополнительные украшения. Зато я хочу поставить под нее подарки или подарок. Это я решу в процессе работы. В том же разделе «Праздники» мы берем вот такой подарок, переносим его на холст и ставим под елочку. Можно поиграть с размером и цветом. Для этой новогодней открытки мне хочется использовать золотисто-красную гамму, поэтому я выбираю вот такой цвет для подарка и ленточки. Вы, конечно же, можете выбрать какой-то свой подарок под елку. Как видите, уже на этом этапе у нас появилась иллюстрация для Нового года и Рождества, или простая открытка. Но мне хочется сделать ее более интересной, поэтому я поменяю фон и добавлю надпись. Белый цвет вызывает ассоциации с ярким солнечным и снежным днем. Мне же хочется, чтобы моя открытка была сказочной историей про волшебную новогоднюю ночь. Поэтому я ставлю курсор на фон, выбираю вот такой синий бархатистый цвет и теперь перехожу к надписям. Ограничимся традиционной надписью «С Новым годом» или «Happy New Year». Я продолжаю золотистую тему и выбираю вот такой оттенок желтого для текста. Так все изображение получается гораздо более праздничным и гармоничным. И вот теперь последний штрих. Заходим в раздел «Оформление», выбираем рамки и декор и подыскиваем самый подходящий элемент, вот этот. Осталось лишь его продублировать и отразить, чтобы эти красивые завитушки сделали нашу открытку законченной. Теперь осталось только сохранить, скачать и отправить своим друзьям. Если вы не хотите повторяться, просто поменяйте фон или шрифт, добавьте обращение или сделайте еще одну открытку вместе с нами. Итак, вторая открытка – новогодний венок. Она немного посложнее, так как здесь больше объектов, которые к тому же нужно расположить в виде симметричного круга. В этот раз предлагаю вам воспользоваться другим разделом сервиса QuickPick и сделать открытку из FlatLay объектов. Нам понадобится раздел «Праздники», а также раздел «Игрушки». Для начала создаем новый проект и просто отбираем на холст приглянувшиеся игрушки. Приводим их к нужному размеру. Чтобы ровно расположить их по кругу, воспользуемся любым круглым предметом из каталога программы. Потом, когда все наши предметы займут свое место, мы просто уберем этот предмет с картинки. Нужно постараться, чтобы венок смотрелся гармонично, но не скучно. Для этого какие-то предметы дублируем, разворачиваем в пространстве и располагаем симметрично. В нашем случае это апельсинчики, конфетки, звездочки, олени-фигурки и бантики. А какие-то добавляем для красоты и чтобы разбавить эту упорядоченность. Тут как раз нам и понадобятся другие разделы каталога. Из игрушек можно взять мишку, из прикольных штучек масляную лампу. Теперь, когда все объекты ровно расположены, мы можем убрать круг, который служил нам трафаретом, и добавить нужную надпись.
все, открытка готова. Вы также можете поменять фон, шрифт, убрать или добавить какие-то предметы, а можете дать волю своему воображению и собрать новогодний венок из самых необычных предметов. Для любителей мастерить и делать что-то своими руками – из инструментов, для коллег по офису – из канцелярских товаров, для гурманов – из разных вкусняшек, которые вы найдете в разделе «Еда». Радуйте своих друзей и близких, творите и делитесь тем, что у вас получается, не забыв добавить хэштег QuickPickArt.